Добрый вечер, дамы и господа, с вами Александр Гриценко. И сегодня я хотел бы рассказать вам об интересных и забавных случаях из моей жизни, которые происходили в самых разных местах в самое разное время. Так что заваривайте чаек, готовьте вкусняшки, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Первый такой случай произошел со мной, когда мне было лет 5-6. Дед кто-то сжег, ну и потом накрыл это все железной крышкой, чтобы погасали угли. Ну а я мимоходом там оказался. Ну, как и маленький я был любопытный, решил заглянуть, что там. Ну и заглянул. Сначала дотронулся до углей, не спрашивайте почему, а потом сел на них. И это было больно, и крика было очень много. Мой дед подбежал скорее, взял меня на руки. Я такой, плача, ему говорил: я и жопку сжег, и лапку сжег. До сих пор это вспоминаю, и никак оно не выходит из меня из памяти. Еще помнится мне, когда я опоздал на свой автобус, еще зимой. Ну, я отправился назад, я был доволен, что я не пошел в школу. И у нас была большая куча дров, которые надо было расколоть. Вот. Но я дрова никогда не колол. Ну и поэтому бабушка мне дала граната, фрукта такого вкусного, интересного, такими семенами. Он такой сочный, вообще вкусный. Я его поел и принялся колоть дрова. Я себе внушил якобы, что мне граната придал этих сил. Я поднял топор и, поколол дров очень много. Это было так классно, что вообще дух просто захватывает, насколько я был в тот момент в хорошем настроении. Зима, холодно, а я колю дрова и вообще горе не знаю, что в школу опоздал, вообще не испытывал ни угрызения совести, ни грусти, ничего. Еще помнится мне, моя бабушка дала моему дяде денег, чтобы тот купил мне шуруповерт. Просто вот инструмент, чтобы прикручивать там что-то, чтобы не приходилось к нему ходить, постоянно просить, а чтобы был свой. Ну а тот что? Взял, закупил мне компьютер. И я был очень доволен этим событием, потому что я всегда мечтал о компьютере, и когда увидел его, мой кузен такой сказал, что это тебе вот дядя наш купил. Я просто был на седьмом небе от счастья, потому что я не ожидал этого. И как вот обычно бывает, когда ты что-то не ожидаешь, и оно с тобой происходит, и это производит на тебя сильное такое впечатление, потому что по незнанию, просто по незнанию. Еще помнится мне в детстве, я как-то гулял со своим псом, он старый уже, он совсем, не то что дряхлый, но он очень свирепый. Я как-то случайно, видимо, на него упал, и он на меня так зарычал, покусал. Меня отвезли в больницу, но благо все сложилось хорошо, но это и почему так случилось, и были мотивы мои, я не знаю. А вот еще случай. Это было уже в прошлом году, когда я вместе со своими родственниками ездил в Литву, в Палангу. Там достаточно красиво, как он туристический город, все сделано в максимально соответствующем стиле. Там есть Балтийское море и пляж, естественно. Общественный пляж, где мужчины и женщины одеты в купальниках и в плавках. И нудистский пляж, в котором все, по желанию, могут полностью раздеваться и так загорать. Вот, я на этот пляж и попал. Причем это было так неожиданно, что до сих пор вспоминаю, как это вообще могло произойти. Произошло это так: я гулял, все гулял, был последний день моего пребывания в Паланге, и я случайно куда-то забрел. Я думаю, гуляю, там люди там загорают, что-то там делают. Смотрю, кто-то там голый есть. Так я думаю, так, что это такое? Почему? Что-то тут не так. Ну ладно, и начал такой фоткаться. Такой, вот я побывал тут на этом пляже, вот море. И там подходит какая-то девушка и говорит, тут нудистский пляж, почему ты фоткаешься тут? И я такой, да? Я думаю, ясно, все нормально. И ушел оттуда, но я до сих пор под впечатлением нахожусь от этого случая, потому что, кто знал, что я вообще не туда пришел, что мне там были не рады. А еще случай такой произошел 10 лет назад, когда я ездил на Крит вместе со своей семьей. В первый же день я покупался в море, это было Средиземное море, и наглотался соленой воды. Мне потом горло жгло так, как будто сейчас оттуда пойдет реально огонь, я буду как огнедышащий дракон. Мне так
просто горло болело. Ну и я такой решил, что в море я больше не пойду, буду купаться в бассейне. Там безопасней, там тепленько, там классно и все такое. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам понравились мои истории из жизни. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в моих будущих видео. Всего хорошего вам. Пока-пока.